Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие, очень красивые пинетки. Вот я сейчас покажу, как они смотрятся. Длина подошвы данной пинетки 10 сантиметров. Если вы хотите сделать меньше размер, то значит первоначально вам нужно набирать меньшее количество воздушных петель. Я их украсила вот такими очень красивыми розами. Мастер-класс по вязанию таких роз у меня есть на канале. Я еще оставлю ссылку на видео и под видео, как вязать вот такие красивые розочки. А в сегодняшнем мастер-классе мы свяжем вот такую основу вот пинетки. Начнем вязать. Для пинеток я буду использовать белую пряжу. Это стопроцентный хлопок Alize Bella в 50 граммах 180 метров. И крючком буду вязать номер 2 миллиметра. Начинаем вязать с подошвы. И для подошвы набираем 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь в четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3, вот четвертая, провязываем 2 столбика с накидом, 1, и сюда же провязали второй. Теперь по цепочке нам нужно провязать 16 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот мы их провязали. В последнюю воздушную петлю провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Ниточку подтягиваем. Далее переходим вот на обратную сторону и с обратной стороны тоже провязываем 16 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 и 16. Вот мы провязали 16 столбиков. Теперь из последней вот воздушной петли нам нужно вывязать 2 столбика с накидом 1 и сюда же провязываем второй и замыкаем ряд соединительным столбиком. Переходим на второй ряд. Во втором ряду сделали 2 воздушные петли для подъема. Теперь из следующего вот столбика в предыдущем ряду нам нужно вывязать 2 столбика без накида, 1 столбик, и сюда же провязываем второй столбик без накида. Из следующего столбика тоже вывязываем 1 столбик без накида, и из него же второй столбик без накида. Теперь 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 полустолбика. 1, 2. Теперь 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дошли до закругления. На закруглении нам нужно провязать 7 раз. Вот из одного столбика 2 столбика с накидом. Вот мы провязали первую пару, это 1 раз, 2, это 3, 4, 5, 6 и 7-я пара. Вот мы провязали 7 раз из одного столбика 2. Далее нам нужно провязать 7 столбиков с накидом, 2 полустолбика и 7 столбиков без накида. И далее я вам покажу, как вязать. Вот провязали так же само, как вот мы вязали с вами вместе. Теперь провязываем из одного столбика, вывязываем 2 столбика без накида, вот 1 и второй раз. И вот в конце, там где у нас соединительная петля, провязываем 1 столбик без накида и замыкаем ряд соединительной петлей. И переходим на третий ряд. В третьем ряду 3 воздушные петли для подъема и 4 раза будем повторять, вывязывать из одного столбика 2. Провязали 1 столбик с накидом и отсюда уже провязываем второй столбик с накидом. Это у нас первая пара. Снова повторяем 1 столбик и провязываем здесь же второй столбик с накидом. Вторая пара. Еще раз повторяем 1 столбик с накидом и сюда же провязываем второй столбик с накидом. И 4-й раз. Вот мы провязали 4 раза, повторили, из одного столбика вывязали 2.
Теперь провязываем 16 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот мы провязали 16 столбиков с накидом. И вот мы дошли до закругления, до носочка. Здесь будем чередовать: из одного столбика вывязывать 2 столбика и потом 1 столбик. Вот провязали 1 столбик с накидом, сюда же провязываем второй столбик с накидом. Там мы один раз так провязали. Теперь вяжем 1 столбик с накидом. Снова повторяем. Из одного столбика вывязываем 2. Там мы второй раз так повторили. Теперь 1 столбик. Из одного столбика вывязываем 2. Это третий раз. Теперь 1 столбик. И снова повторяем: из одного столбика вывязываем 2. Это четвертый раз. Вот мы провязали с вами половину. Теперь переходим на вторую половину. Начинаем: из одного столбика вывязываем 2 столбика. Теперь 1 столбик с накидом. Снова из одного вывязываем 2 столбика. 1, 2. Теперь провязываем 1 столбик. Снова из одного столбика вывязываем 2, 1 и второй. 1 столбик с накидом и последний раз из одного вывязываем 2. Это четвертый раз на второй половине. Вот так мы сделали закругление. С обратной стороны провязываем 16 столбиков с накидом. Теперь, как вот мы вязали первоначально с вами, будем тоже 4 раза вывязывать из одного столбика 2 столбика с накидом. Вот вывязали 1 раз, 2, 3 и 4. Провязали и провязываем 1 столбик с накидом и замыкаем ряд соединительной петлей. Вот мы провязали. Теперь 2 воздушные петли для подъема и по кругу вот обвяжем пинетку столбиками без накида. Так обвязываем полностью пинетку столбиками без накида, а у вас должно получиться 71 столбик. И в конце ряда
Снова соединительной петлей замыкаем этот ряд. Вот мы провязали подошву. И подошва у нас вот получилась на 10 сантиметров. И теперь будем вывязывать именно пинетку вверх. Для этого вот мы набираем 3 воздушные петли для подъема и будем захватывать за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду и провязывать столбики с накидом. Захватываем вот не за 2 половинки столбика, а за заднюю только. Это для того, чтобы у нас была вот красивая, отделялась вот подошва от бока пинетки. И вот так провязываем, и у вас тоже получится 71 столбик с накидом. И вот мы провязали первый ряд по боку пинетки. Теперь замыкаем его соединительной петлей. Переходим на второй ряд. 3 воздушные петли для подъема, и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику с накидом. Без изменения у нас тоже получится 71 столбик с накидом. И обвязываем так вот до конца ряда. И в конце второго ряда тоже замыкаем соединительной петлей. И переходим на третий ряд. В третьем ряду набираем 3 воздушные петли для подъема. Провязываем 24 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот мы провязали 24 столбика с накидом. И вот я маркером отметила вот с конца до маркера 23 столбика. Это чтобы вам показать, как мы на носику будем делать убавление. Здесь мы будем чередовать 2 столбика провязываем с накидом и с одной общей вершиной, и 1 столбик с накидом. И вот так мы будем чередовать до маркера. 2 столбика с одной общей вершиной, 1 столбик, снова 2 столбика с одной общей вершиной, 1 столбик, 2 столбика с одной общей вершиной, 1 столбик, 2 столбика с одной общей вершиной, 1 столбик, 2 столбика с одной общей вершиной,
1 столбик, 2 столбика с одной общей вершиной, 1 столбик, и 2 столбика с одной общей вершиной. Вот мы в третьем ряду сделали закругление на носику. Теперь маркер можно убрать. И далее довязываем 24 столбика без накида. Так довязываем вот до конца. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли для подъема и провязываем 23 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот мы провязали 23 нам нужно провязать. Один распустили. Вот 23 столбика с накидом. Далее переходим на убавление. Нам нужно сделать, вот провязать 2 столбика с одной общей вершиной. Один раз так провязали. Снова повторяем 1 столбик и второй столбик с одной общей вершиной. Это 2. Теперь третий столбик с одной общей вершиной. И четвертый столбик с одной общей вершиной. Теперь провязываем 1 столбик с накидом и повторяем еще 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1 столбик провязали, 2, 3, и 4. Вот сделали еще одно закругление на носочке. И теперь до конца довязываем 23 столбика с накидом. Теперь вяжем пятый ряд. 3 воздушных петли для подъема. Провязываем 20 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот мы провязали 20 столбиков с накидом. Теперь 3 раза будем провязывать по 2 столбика с одной общей вершиной. Один раз провязали, второй раз с общей вершиной в 2 столбика и третий раз с общей вершиной 2 столбика. Теперь по центру провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Вот мы провязали 3 столбика и сделали одну общую вершину. И еще раз повторяем 3 столбика, провязываем их по 2 столбика с одной общей вершиной. Вот один раз, теперь провязываем второй раз 2 столбика с общей вершиной и третий раз 2 столбика с одной общей вершиной. Такой кругленький красивый носик получается. И далее довязываем 20 столбиков с накидом. Вяжем 6 ряд. В 6 ряду 2 воздушные петли для подъема и провязываем 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Вот провязали 19 столбиков без накида. 1 полустолбик. И теперь провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. И теперь провязываем их 3 вместе. Теперь 1 столбик с накидом и еще повторяем 3 столбика с одной общей вершиной. Теперь 1 полустолбик и далее довязываем до конца ряда столбики без накида. И вот какая у нас получилась спинетка. Вот так она смотрится. И сейчас мы провяжем еще последний ряд. И в него я буду вставлять вот такую тоненькую резиночку. Это для того, чтобы вот сверху вот было хорошо прификсировано, и чтобы пинеточка не спадала с ножки малыша. Для этого вот берем резинку, вот, оставляем вот с таким хвостиком, чтобы можно было ее потом завязать и спрятать.
И будем пролаживать вот резинку и привязывать ее. Сразу сделаем 2 воздушные петли для подъема. И теперь обвязываем вот столбиками без накида и ввязываем сразу вот резиночку. Вот так. И вот провязали столбиками без накида. И когда довязали вот до полустолбика в предыдущем ряду, здесь тоже провязываем над ним полустолбик. И вот впереди провяжем 3 столбика с накидом и с одной общей вершиной. Один столбик, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. И теперь провязываем их одновременно. Снова вяжем один полустолбик. И далее провязываем столбики без накида. Довязываем их так до конца. И вот довязали до конца, ниточку обрезали, резиночку тоже отрезали. Возможно, вам и не нужно будет вставлять эту резиночку, вы можете померить на ребенка, и вам будет достаточно этого отверстия, и пинетка будет хорошо держаться на ножке. И теперь за вот эти вот 2 хвостика возьмем, подтянем резиночку, завяжем их на узелочки и отрежем хвостики. И вот так будет вот хорошо держаться на ножке пинетка с резиночкой. И вот такая красивая форма пинетки у нас с вами получилась. Вот так. Осталось нам только украсить эти пинеточки. Вот такие они красивые. Вот так. И вот растяжимость у пинеток хорошая. Вот резиночку я уже завязала. И сейчас еще мы сделаем обвязку между подошвой и боком пинетки. У нас здесь остался вот такой рубчик. Вот его видно. И за эти петелечки мы будем обвязывать. Вот разворачиваем к себе подошвой и пяточкой вверх. Берем пряжу, я беру основного цвета, захватываю за петельку и теперь соединительными столбиками будем так провязывать. Захватили за петельку и провязали. Вот показываю ближе. Захватываем за петельку, захватили вот рабочую нить и протягиваем через петельку. Заводим крючок под петельку, захватили рабочую нить и вот так провязываем соединительные петли. И вот такой красивый рубчик у нас получится на пинетках. И вот такие пинеточки сегодня мы с вами связали. Свои пинетки я украсила розочками. Мастер-класс по вязанию вот таких розочек у меня есть на канале. Я оставлю ссылку под видео и на видео. Единственное, что вот для пинеток я использовала пряжу потоньше, чем в мастер-классе. Это Alize Miss.
Вот тоненькая такая пряжа. Здесь в 50 граммах 280 метров. И вот такие розочки красивые получились из этой пряжи. И вот так смотрятся наши пинетки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!